Запах паленых дров и необычайная природная красота. Это то, что я сразу ощутил, ступив на родную землю. Действительно, нет ничего красивее и дороже, чем родной город, село и родительский дом. Вышло так, что после смерти моей бабушки, которая меня растила, я вынужден был уехать на заработки в Польшу, где и работал высотником. Мои родители погибли в ДТП, когда мне было еще 5 лет. И самым близким и дорогим мне человеком была моя бабушка. Когда она была еще жива, я не смог уехать и находился с ней рядом. При этом перебивался случайными заработками. В общем, мы выживали как могли. Но когда ее не стало, я сразу дернул в Польшу, где сначала собирал грибы, а потом устроился высотником. Данная работа мне нравилась, тем более я с детства не боялся высоты и с удовольствием выполнял свою работу, да и платили за нее достаточно и стабильно. Как говорят, что у людей каждой профессии есть свои особенности и привычки. Вот и у меня после разбитых 3 телефонов подряд появилась привычка прятать его в носок. Причем я носил его так всегда, даже дома. Мне было так удобно. Выйдя из автобуса, я уже привычным мне движением достал из носка телефон и посмотрел на часы. Они показывали ровно 18:00. Я встал и осмотрелся в округе. Я не был в селе около 5 лет. Блин, как же время быстро бежит. Только был полдень, а уже наступил вечер. Да, что-то пустовато здесь стало, сказал я, осматривая все вокруг. На моем маршруте от остановки до дома был магазин. Я хотел зайти туда, во-первых, для того, чтобы поздороваться с его несменной хозяйкой и продавцом тетей Зиной, а во-вторых, узнать последние новости. Но, к моему глубокому сожалению, прямо на дверях магазина висела старая выцвевшая табличка, на которой уже почти облущенной краской было написано: «Магазин не работает, закрыто». Сказать, что я сильно расстроился, это все равно, что не сказать ничего. Да, наше село и в прошлые годы было немноголюдным, но возле магазина всегда кипела жизнь. Тут могла разгружаться машина с товаром, да и местные алкоголики всегда крутились рядом. А сейчас пусто. Я развернулся и с грустным лицом пошел к своему дому. Идя по улице, я ощутил некую подавленность. Не могу сказать, что это было, но реально это был некий симбиоз грусти и безысходности. Мне казалось, что этим было пропитано все вокруг. Я шел по центральной дороге нашего села и заметил, что несмотря на вечер, в окнах домов отсутствовал свет. Я не мог понять, куда делись жители. У меня сложилось ощущение, что все люди в один момент буквально растворились в воздухе. Кроме магазина на моем пути была местная школа. Я надеялся увидеть там хотя бы сторожа, чтобы поговорить и узнать, как у них дела. Но и тут меня ждало огорчение. Школа была закрыта. Большинство стекол в ней было разбито, а внутри гулял ветер. Я обошел здание школы вокруг, но не нашел ни малейших следов того, что там была жизнь. Я заглянул в разбитое окно своего класса и увидел, что там царил хаос. По всему помещению валялись обломки стульев и парт, а наша классная доска и вовсе была сорвана со стены. Тогда я не выдержал и громко вслух сказал: «Твою ж мать, что здесь произошло? Апокалипсис, блин, какой-то! Какие твари все это сделали? Кому мешала наша школа?» Не успел я еще замолкнуть, как позади себя услышал звук приближающейся машины. Я обернулся и увидел, как ко мне сзади подъехали старенькие «Жигули», а из них вышел парень. Выйдя из машины, он с улыбкой сказал: «Ну что стоишь как вкопанный, с приездом!» Я присмотрелся и узнал в этом парне своего старого друга Сашку. В этот момент я ощутил внезапную радость и кинулся к нему со словами: «Саня, дружище, это ты!» На что он развел руки для объятий и сказал:
Ну а кто же еще? Конечно, я. Тут у нас особо никого и не осталось. Мы крепко обнялись, на радостях я немного приподнял своего друга, на что он сказал: ты осторожнее, смотри, не задуши меня. Дружище, сколько лет, сколько зим, а ты изменился, я бы и не узнал тебя. Кричал от радости я. А Саня с улыбкой сказал: да и ты, я смотрю, окреп, не то что раньше был худым дрыщом. Сейчас вон какой здоровый стал. Вас что там в Польше, гормонами какими-то кормят, что ты так вырос? А я ему ответил: да нет, мы едим обычную еду, просто, видать, стабильное питание плюс физические нагрузки делают свое дело, вот и растем. Перекинувшись еще парой фраз, Саня пригласил меня в гости себе домой. Он сказал, что дома за столом все расскажет, куда подевались жители, и ответит на все мои вопросы. После чего он сел в машину и уехал, а я уже в приподнятом настроении пошел к своему дому. Подойдя к калитке своего двора, я остановился и осмотрелся вокруг. Кругом была полная тишина, даже ветра не было слышно. Наверное, если бы я не встретил Сашку, то подумал, что попал в некую другую реальность, как в книге Стивена Кинга «Лангольеры», когда люди потерялись во времени. Минут 5 я просто стоял возле калитки и не решался зайти во двор. Да, после 5 лет новой и интересной жизни в Польше я отвык от всего, что раньше мне приносило радость. За границей я открыл для себя много всего интересного. Это новая работа, новые люди, новая еда. Но и здесь, на этой земле, а именно в этом доме, я, наверное, по-настоящему был счастлив. Мне никогда не забыть вкусный бабушкин борщ и ее румяные пирожки. Также я всегда буду помнить, как утром, когда я только открывал глаза и еще нежился в своей кровати, она мне готовила вкусный завтрак. И я еще лежа в кровати ощущал приятные вкусные запахи, которые шли ко мне с кухни. А потом она заходила, гладила меня по голове и говорила: «Доброе утро, внучок, завтрак уже готов. Вставай, умывайся и иди кушай». С этих теплых слов и вкусного завтрака начинался каждый мой день. Мне всегда хотелось возвращаться домой, где меня ждала моя любимая Бунечка. Ближе ее у меня, пожалуй, никого не было. А сейчас от этих воспоминаний остался лишь этот двор и этот дом. С громким вздохом я открыл калитку и зашел во двор. Быстро окинув взглядом все вокруг, я увидел, что с момента моего последнего нахождения здесь осталось все как было. Все тот же старый сарайчик, в котором мы держали кур и уток, а также маленькая деревянная пристройка, в которой хранился садовый инвентарь и велосипед. А в углу двора располагался наш колодец, который выкопал еще мой дед. С этого колодца мы пили вкусную и бодрящую воду. Признаюсь, за границей я нигде не находил такой вкусной воды, как в нашем колодце. Да, именно вкусной. И даже дорогая талая вода из горных ледников не могла сравниться с вкусом этой воды. Наверное, это была часть вкуса моего детства. Немного потоптавшись на пороге, я дернул ручку и зашел в дом. Вы сейчас мне не поверите, но я сразу ощутил тот знакомый запах. Как говорят, что в каждом доме есть свой запах, так и в моем старом доме был запах. Запах моего детства. Мне повезло. Мародеры не добрались до моего дома, и все внутри осталось целым. Вся мебель, посуда, старая одежда, все осталось на прежних местах. Как будто я только вчера вышел из дома и закрыл за собой дверь. А прошло целых 5 лет. Я открыл шкаф и достал старый фотоальбом, который пылился внутри. Присев на стул, я открыл его и внимательно стал рассматривать все фото. Благо их было-то много. Вот я совсем еще маленький у бабушки на руках. А вот первый раз выехал на трехколесном велосипеде, а рядом были папа и мама. Наверное, это было последнее фото, где мы были вместе. Потом был целый ряд школьных фотографий, где я уже повзрослевший юноша, а рядом мои одноклассники и одноклассницы, которых раскидало по белому свету.
Кстати, вот сегодня пойду к Сашке, а заодно узнаю у него о каждом из наших девочек и ребят. Он наверняка все знает. Да и почему он остался в селе? Странно все это, надо непременно все узнать, думал про себя я. За своими размышлениями я не заметил, как пробежало время, и мне надо было уже собираться к Сашке в гости. Я достал из носка телефон и посмотрел на него. Блин, а что здесь со связью? В начале села вроде была пара делений, а сейчас горит сеть недоступна. Странно как-то. Ведь 5 лет назад наше село полностью было покрыто сотовой сетью. А сейчас похоже, что связь есть только на краю села, возле дороги. Минут 10 я еще посидел так в своих мыслях и догадках, а потом начал собираться в гости. Но идти в гости с пустыми руками было не принято. А тут еще и магазин был закрыт, и похоже, что навечно. Я открыл один из сервантов и обнаружил в нем бутылку водки. Я обрадовался и сказал: «Ух ты, это еще, наверное, бабушка покупала, вот и подарок нашелся». С этими словами я начал обуваться, после чего вышел на улицу и двинул в сторону дома Сашки. Сашка жил на другом конце села, где-то около 1 километра от моего дома. Блин, какая же здесь темнота. Кажись, раньше было светлее, или мне кажется. А может, я так считаю, потому что привык к тому, что в Польше все улицы, даже в селах, хорошо освещены. А тут ну прям полный мрак. Про себя думал я, пробираясь по темным улицам нашего села. Ладно уже освещение улиц, но куда подевались люди? Ума не приложу. Но должен же кто-то здесь жить, кроме Сашки. Продолжил свои рассуждения я, как увидел пару светящихся окон, а потом еще было около 3 домов, в окнах которых горел свет, и у меня на сердце немного отлегло. Подойдя к дому Сашки, я заметил, что у него во дворе была полная тишина. Ранее они всегда держали хозяйство, и у них во дворе всегда были слышны звуки скота, а теперь нет даже собаки. Чтобы вызвать Сашку на улицу, я как в детстве громко крикнул пару раз. В ответ на мой крик во дворе зажегся свет, а через несколько минут Сашка вышел из дома и сказал: «Заходи, калитка не заперта». Я дернул ручку калитки и вошел во двор. Я не знаю почему, но в этот момент легкая дрожь пробежала по моему телу. В этом дворе мне приходилось не раз бывать, и я все здесь знал, даже их пес всегда при виде меня дружелюбно вилял хвостом. А тут такое странное ощущение, как будто за время моего отсутствия что-то кардинально изменилось. Но что именно, я понять не мог. Зайдя к Сашке в дом, я заметил, что кроме него меня никто не встречает. Я сразу поинтересовался у него, где все его родственники и с кем он живет. На что он ответил, что так и не женился, а его батя давно помер. Да и деда с бабкой давно уже нет. А он живет лишь с матерью. На мой вопрос: «А где же мать?», он ответил, что она немного приболела и сейчас лежит в своей комнате. После чего он достал из печи и холодильника различные угощения и начал ставить их на стол. Я заметил, что большинство из блюд, которые он предложил, были мясными. Да, я, как и любой мужик, любил мясо, так как оно богато на полезные аминокислоты и различные микроэлементы. Но есть одно только мясо я не привык. На дворе была зима, это не лучшая пора для овощей и фруктов. Но нарубить какой-нибудь салат из капусты не составило бы труда. А тут одно лишь только мясо. Я поставил на стол принесенную с собой старую бутылку водки. Но Сашка сказал, что у него специально для дорогих гостей припасена отличная настойка на дубовых ветках. По его словам, она очень хорошая, поэтому пить мы будем ее. После чего он поставил на стол старый графин. Разлив по рюмкам настойку, Сашка сказал какой-то тост, а потом мы выпили первую. Буквально сразу за ней последовала вторая и третья. На вкус эта настойка ничем не отличалась от обычного самогона, но буквально после третьей рюмки я начал ощущать, как по моему телу начало растекаться тепло. При этом я буквально сразу ощутил некую слабость в ногах.
Тогда я подумал, что это действие высокоградусного алкоголя, но, как оказалось позже, я очень сильно ошибался. Кроме эффекта, полученного от действия настойки, еще я также ощутил странный вкус мяса, который присутствовал во всех блюдах, которые мне предложил Сашка. В своей жизни пробовал много сортов и видов мяса, но в этом было что-то поистине особенное. Я ранее никогда не пробовал ничего такого на вкус и не мог его сравнить ни с чем другим. Трудно передать словами этот вкус. Это было что-то среднее между свининой и телятиной, но оно было жестче, а также немного сладким и после горчило. Тогда я не сдержался и задал Сашке вопрос: «Слышь, дружище, а что это за мясо такое? Я никогда не пробовал такого ранее». Я заметил, что, услышав мой вопрос, Сашка немного растерялся, а потом неуверенно ответил, что это смесь свинины и телятины, чем еще больше насторожил меня. После этого вопроса в воздухе повисла тишина. Я ощутил, что мой друг напрягся и думал, как же разрядить обстановку. В этот момент в мою голову пришла мысль поинтересоваться, куда же подевались все люди из нашего села. Тогда Сашка начал рассказывать, что большинство молодых людей, как и я, выехали на заработки в Польшу, Россию и другие страны, а старики просто вымерли. Ну а что я сказал? Ну ладно, допустим, молодежь выехала на заработки, а старики вымерли. Но куда подевались люди предпенсионного возраста? Они ведь уже далеко не молоды и не уезжают в поисках денег и лучшей жизни. На что Сашка опять, видимо, занервничал и затопал под столом ногой, а потом сказал: «Слышь, дружище, я не знаю, где они подевались, может, они просто ушли или пропали». Тогда я с улыбкой продолжил: «Ну как может уйти или пропасть большая половина села? Ты что, шутишь? Может, у вас тут какая-то паранормальная зона? Я, кстати, это уже заметил, когда шел к тебе в гости. Ты знаешь, у меня такое впечатление, как будто всех жителей поглотила временная воронка, как в фильме по роману Стивена Кинга «Лангольеры». Смотрел?» По Сашке было видно, что ему эта тема неприятна, и он, немного замешкавшись, ответил: «Да я вообще телевизор не смотрю, тем более у нас тут телевизионный сигнал очень плохой, а на спутниковую систему у нас денег нет». Тогда я сказал: «Кстати, о сигнале. Что случилось с сигналом сотовой сети? Ведь до моего отъезда он был стабильным и покрывал всю территорию села». После этого вопроса мой друг немного расслабился и повеселел. Он с удовольствием ответил мне следующее: «Да пару лет кабель, который подводил питание к единственной базовой вышке сотовой сети, вырубили вандалы. Причем я лично звонил оператору с просьбой восстановить работу вышки, но результата никакого. Это скорее всего из-за того, что данная вышка покрывает сигналом лишь наше село и захватывает кусок дороги. Поэтому ради нескольких домов им восстанавливать связь просто невыгодно. Вот и сидим без связи». После разговора о связи я предложил Сашке выйти со мной на улицу покурить. Сам он не курил, но выйти со мной согласился. Когда мы вышли, то я закурил, а Сашка продолжил мне рассказывать какие-то байки. Но при всем при этом я стал замечать, что он внимательно наблюдает за мной и за моими действиями. Я могу это сравнить с действием ядовитого паука, который поймал жертву, сделав укус, впрыснув в нее яд, а теперь спокойно наблюдает со стороны, пока яд переварит жертву изнутри. Я не знаю, почему у меня появилось такое чувство, но оно было. Когда мы зашли в дом, то еще накатили по рюмке этой настойки, и я стал ощущать, что отъезжаю. Меня буквально клонило в сон, и я ничего сделать с собой не мог. Помню, что перед тем, как полностью вырубиться, я успел сказать Сашке, что, наверное, буду собираться домой. На что он странно улыбнулся и что-то ответил, но его ответа я уже не услышал, так как потерял сознание. Очнулся я от того, что на мою голову падали капли холодной воды. Я открыл глаза и увидел, что я цепью прикован за обе ноги к бетонной стене подвала, в котором и находился. Вверху под потолком подвала горела небольшая лампочка, которая своим тусклым светом освещала все вокруг. И кроме сильной влажности и холода, я ощутил противный запах,
Им буквально было пропитано все вокруг. Когда я повернул голову вправо, то чуть не вскрикнул от ужаса, потому как все возле меня было усыпано костями. Поначалу я думал, что это кости животных, пока не увидел целые шейные и спинные позвонки. Я был уверен, что эти кости и суставы принадлежат человеку, так как еще со школьной программы биологии мог отличить человеческий коленный сустав от сустава животного. Но вскоре мои сомнения рассеялись. Когда я повернул голову влево, то, что я там увидел, повергло меня в еще больший шок. Слева, метрах в 2 от меня, лежали человеческие тела. Все они были обезглавлены, а у некоторых отсутствовали все конечности. Лежало только туловище. Я с трудом сдерживал крик и начал пытаться освободиться от оков, но мои усилия были тщетными, потому как я надежно был прикован к стене. Буквально через секунду сверху послышались шоркающие звуки, а потом я услышал разговор. Один голос я узнал, это был голос Сашки, а второй собеседник была пожилая женщина, видать, это была его мать. Сашка сказал: «Мам, я тебя умоляю, ведь это мой единственный оставшийся друг. Может, воздержимся в этот раз и обойдемся свининой?» На что мать отвечала: «Саша, я не виновата, что не совсем таким являюсь. Ты знаешь, что я не могу долго без человеческого мяса. Ведь я не виновата, что являюсь плодом соития оборотней и девственной девы». «Ну, мам, мы ведь и так съели уже почти все село. Осталось лишь несколько семей, и то они крайне осторожны и уже нас подозревают. Если Сашка будет очередной жертвой, то тогда все оставшиеся люди нашего села придут к нам и вынесут нас на вилах». «Да ну, брось. Во-первых, кроме тебя его никто не видел. А во-вторых, если я сейчас не получу дозу свежего человеческого мяса и крови, то могу умереть. Тебе что, меня не жаль? Тем более ты его уже опустил в подвал и приковал. Если он придет в себя до того, как мы его убьем, то оставлять его в живых не будет никакого смысла, потому как он сразу поймет, кто мы есть, и все расскажет людям и полиции. И тогда мы оба пожизненно сядем в тюрьму». «Ну, мам, давай я поговорю с ним, я постараюсь объяснить ему все, и он нас простит, он ведь мой друг. Тем более в подвале есть еще несколько тел, которыми ты сможешь питаться». Тогда его мать не выдержала и страшным нечеловеческим голосом сказала: «Быстро иди принеси мне его мясо и крови, иначе я сдохну». В этот момент я не выдержал и, находясь под действием увиденного в подвале и от сознания того, что я ел человеческое мясо, с громким криком вырвал на пол. Когда я прекратил рвать, то услышал спокойные шаги. Они приближались к люку подвала, а потом люк начал открываться. Следователь полиции Рожков выключил проигрыватель мобильного телефона и положил сам сотовый аппарат на стол, на котором лежали другие материалы этого жуткого уголовного дела. Одними из материалов которого были фотографии, сделанные экспертами-криминалистами. На них были изображены останки тела молодого парня возрастом около 30 лет. У этого тела напрочь отсутствовала голова, она буквально по-живому была оторвана от тела. И очень страшно передать те муки, которые жертва испытала перед своей неминуемой гибелью. Также у этого тела отсутствовала одна рука и нога. Но самое главное, что эти твари-каннибалы выбрали другую ногу, не ту в длинном носке, в которой и был спрятан этот сотовый телефон. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.